Приветствую, друзья! Перебирая довольно внушительное число внутриканальных наушников, меня часто спрашивают о тех или иных моделях компании Dunu и их сравнении с решениями от менее известных брендов. Так что сегодняшнюю беседу я предлагаю посвятить свеженьким Dunu Kima и их сравнению со всем, что только есть у меня под рукой. Без фантазий, основанных на памяти, только то, что могу противопоставить непосредственно лицом к лицу. О них сегодня и говорим. Поехали! Пришла модель в картонной коробке с логотипом пройденной Hi-Res аудиосертификации и изображением девочки в стиле аниме с таким эротическим подтекстом. Зачем это Dunu, ума не приложу. С обратной же стороны производитель заботливо разместил перечень технических характеристик на нескольких языках. Из важного отметим наличие хитрого 10-мм динамического излучателя с импедансом 32 Ома и чувствительностью 108 дБ. В комплект нам положили гарантийный талон, явно дешевый оранжевый бокс, тряпочку и щеточку для ухода за наушниками, переходник на 6,35 мм и целых 3 набора силиконовых амбушюр на все случаи жизни. Наиболее интересные здесь прямые, чем-то напоминающие пенки. 2 других набора более-менее стандартные. Для тестирования я использовал свои любимые насадки КБР-07 и цветные из комплекта. Кабель выглядит неплохо, плотный, витой, с прямым штекером на 3,5 мм и сопротивлением на каждой из жил равным 45 сотых Ома. Конечно, не что-то выдающееся, но вполне себе приличный кабель. Сами чашечки полностью выполнены из металла с 2 отверстиями для компенсации динамического драйвера, средним по параметру звуководом и внешней частью украшены рубленными гранями. Смотрится это неплохо, сидят наушники удобно, да и со звукоизоляцией здесь никаких проблем, хотя больше это зависит от насадок. Вот так, друзья, это все и выглядит. По измерениям у нас вполне стандартный импульс, небольшие расхождения между левым и правым каналом и искажения в пике, достигающие 0,1%, что просто рекордное значение. Фаза ведет себя вполне естественно, затухание на 30 и 60 дБ соответствует где-то 80 и 99 миллисекундам с незначительными возмущениями на краях диапазона. По АЧХ же мы имеем подъем низких частот на 7 дБ с правильным заходом на середину, куда более внушительное выделение области разборчивости с полочкой до 4,5 кГц, легкий акцент на 8 кГц для усиления резкости звучания, большая такая компенсационная яма, еще 2 пика на 13,5 и 16 кГц, чтобы подчеркнуть всяческие хвосты перкуссии и затухания струнных инструментов. С графиком от производителя мой совпал почти идеально. Перебором амбушюр, как видите, можно немного подкорректировать пики на верхней части диапазона. Суммарно весьма неплохая настройка со всеми ключевыми акцентами и без каких-либо спорных мест. Так что все должны остаться довольны. Звучат же Kima, как и обещал производитель, ровно, тепло и достаточно однородно. Бас немного задвинут на фоне куда более акцентированной верхней части средних частот, однако имеет хорошо читающуюся структуру и неплохие атаки. Серединка прямо ярко выражена, с небольшим аналоговым смягчением, акустически правильным весом, глубиной и некоторой сдержанностью. А вот верха мне что-то совсем не понравились, какие-то они уж чересчур резкие. Да, Azikreal Dawn, например, тоже ярчат, однако там и баланс выдержан лучше, да и сами верха получились скорее утонченными и интересными на слух. В сравнении Kima кажутся заметно мутнее и медленнее, это вдобавок к разнице на высоких частотах. Против CCA CXS герой обзора вообще кажется какой-то бюджетной поделкой, у них нет той потрясающей реалистичности, четкости, прозрачности и чуть ли не идеального разделения тембров. Единственное, на CXS у меня установлен кабель KBR Limpid Pro и насадки фирменные KBR-07. Это для тех, кто захочет провести аналогичное сравнение. То есть Kima, насколько это возможно, смягчили, при этом сохранив легкий такой уклон в нейтральность. На фоне же чего-то действительно техничного Dunu мгновенно проигрывают, переходя в разряд музыкальных решений. Впрочем, и тут мне есть с чем сравнить. FL Performer 5 звучат намного мелодичнее, красивее и увлекательнее. Kima же в сравнении заметно суше, мутнее и сдержаннее. Да что там говорить, даже KVR с кадензом мне показались четче, объемнее и благороднее по характеру.
характеру. Следовательно, какого-то прямо откровения в динамическом драйвере Кима я лично не заметил. Согласен, звучание и правда теплое, комфортное, вокал немного так выдвинут, ритм партии не задавленный, да и сама эта нейтральная, слегка сухая подача может кому-то прийтись по вкусу. Однако ни по качеству прорисовки, ни по разделению, ни по музыкальности эта модель не бьет рекордов и является типичным представителем своего ценового сегмента. Неплохо, но ничего особенного. Хотя, как и всегда в подобных случаях, если ни с чем не сравнивать, то звучат Кима прямо сверхдостойно. Кажется, что всего хватает и всего ровно, вот как под линеечку. Единственное, иногда проявляются такие небольшие призвуки на высоких частотах, но не критично. По стилистике, учитывая все, с чем я их сравнивал, им прямая дорога в металл и тяжелый рок. Для чего-то мелодичного или требовательного к прорисовке текстур я бы их, наверное, не использовал. Сцену в глубину они, конечно, передать в состоянии, причем без каких-либо скидок на настройку. Однако воздуха там прямо впритык, да и сами тембры получаются слегка расфокусированными. То есть, с одной стороны, Кима могут передать даже довольно внушительного размера оркестр, но идеальной четкости там не будет. Такой, скорее, пленочный вариант, ближе к старой аналоговой записи. Без сомнения, есть в том свой шарм, так что, если вы из числа таких ценителей, однозначно присмотритесь к Дуну. По насадкам серые прямоугольные не дают должной изоляции, чего практически лишают нас низких частот. Синие слегка поджимают басы и тем самым усиливают акцент на высоких частотах, а цветные, наоборот, прекрасно рисуют бас и слегка прибирают яркость. Именно их я и считаю наиболее приемлемыми для использования. Это очень похоже на то, что предлагают нам КБР-07, только последние мелодичнее и интереснее на слух. Я бы выбрал именно их или, как уже сказал, цветные из комплекта. К источнику они, на мой взгляд, не особо требовательны. Пробовал их с хорошим стационаром и с разнообразными мобильными решениями, никаких нареканий здесь нет. Нормальное универсальное решение, как и все, что делает Дуну. Итогом, динамические наушники Дуну Кима лично меня порадовали удобной посадкой и своим действительно богатым комплектом. По звучанию получилось, на мой взгляд, как-то сухо, ярко, немного пресно и тембрально размыто. Я лично такую подачу не жалую. В плюсы же отмечу действительно неплохую передачу сцены в глубину, универсальность настройки, теплоту и однородность музыкального полотна. По цене же модель ровно в свои деньги, против более дорогих решений им действительно нечего противопоставить. Металлистам и брутальным рокерам можно ознакомиться, любителям же чего-то живого и инструментального можно смело проходить мимо. Рекомендовать их, друзья, не возьмусь, вообще не мой звук. А на этом у меня все. Это были наушники Дуну Кима. Всем добра, подписывайтесь, жмите лайк и присоединяйтесь ко мне во ВКонтакте и Телеграме. Всем добра!